Всем привет, друзья! В данном выпуске я расскажу вам продолжение «Токийских мстителей», что будет происходить после 24 серии первого сезона. Грубо говоря, это рассказ второго сезона. В общем, погнали! 24 серия закончилась на 73 главе, и мы начинаем 74-ю. Такемичи, естественно, не умирает, однако он просыпается и ничего не видит, но слышит чьи-то голоса. Он снова вырубается, и когда открывает глаза, то понимает, что находится в каком-то странном месте, под мостом. Боль в ноге все еще сильная, и он понимает, что из-за этого ранения он вырубился. Кто-то со стороны сказал ему: «Я оказал тебе первую помощь». Такемичи оборачивается, и он словно увидел возродившегося Баджи. Парень стоял спиной к Такемичи. Его волосы, стойка и куртка очень напоминали Баджи. Парень оборачивается, и это оказался Кадзуторо. Такемичи вспоминает, что прошло уже 12 лет, и Кадзуторо должен быть на свободе. Такемичи говорит: «Давно не виделись», и ему сразу прилетает удар от Кадзуторо в лицо Такемичи. Кадзуторо начинает без остановки бить Такемичи, он в недоумении, и позже Кадзуторо сказал, что примерно так была избита одна женщина недавно. Кадзуторо заступился за нее. Те, кто ее избивали, это были члены банды свастонов. Кадзуторо спрашивает Такемичи, с каких пор свастоны группировка избивает женщин. Однако Кадзуторе было все равно на Такемичи. Он хотел спасти Чифую. Когда Кадзуторо вышел из зоны, то Чифую встретил его и предложил прокатиться. Чифую рассказал Кадзуторе о том, что свастоны загнивают, полиция не вмешивается и что теперь это настоящая бандитская группировка. Чифую предлагает вернуть старых свастонов. Кадзуторо говорит, что Чифую всегда сражался в одиночку, и спрашивает Такемичи, чем он все это время занимался. Такемичи осознает, что в этом будущем он тоже прогнил, и что Чифую потерял напарника в лице Такемичи. Кадзуторо продолжает: с расширением свастонов все потеряли головы и впоследствии стали прислугой Кисаки, и который уже подмял под себя всю Тосву. Дракен был единственным, на кого можно было положиться, но он был приговорен к казни. Майки куда-то пропал, и Кадзуторо продолжает спрашивать Такемичи, куда двигаются свастоны. Наркотики, проституция, подпольное казино. Свастоны запятнали руки разными преступлениями, чтобы свастоны стали еще больше. Но разве такую эпоху хотел создать Майки? И это те свастоны, которых хотел защитить Баджи, спрашивает Кадзуторо. Такемичи вспоминает слова Баджи и Майки с юношества. Такемичи признает, что не таких свастонов он полюбил, и Кадзуторо предлагает вернуть прежних свастонов. После они садятся в машину, и Такемичи спрашивает Кадзуторо, что у него проблемы с памятью, и что он задаст несколько странных вопросов. Такемичи спрашивает, из-за чего свастоны стали такими. Немного подумав, Кадзуторо говорит, что из-за Майки. Майки изменился, а следом и свастоны. Такемичи спрашивает, как он изменился, и предполагает, что кто-то может стоять за этим, или, возможно, это все-таки из-за Кисаки. Кадзуторо говорит, что когда Такемичи схватил Кисаки, Пачина и Паяна убили, и это было сделано по приказу Майки. Миссуя несколько месяцев назад также начал куда-то пропадать. Майки начал чистку среди свастонов, и что он больше не доверяет своим товарищам. Он больше не гопник, он превратился в настоящего злодея, ответил Кадзуторо. Кадзуторо утверждает, что он также причастен к изменениям Майки. Точнее, сам Кадзуторо причастен к изменениям Майки. Майки сейчас крайне опасен, и Такемичи нужно скрываться от них. Такемичи не понимает, от кого ему надо прятаться, а это были члены старой банды черных драконов. Они являются боевой мощью Кисаки, и они являются преградой, чтобы привести в чувство Майки. Кадзуторо предлагает Такемичи объединиться, и он хочет спасти Сано Манджиро. Если что, Сано Манджиро это и есть Майки. Майки это его прозвище. Левая рука Майки это бывшие черные драконы. У Кадзуторо с ними была терка еще до создания Тосвы. Они были готовы на все ради денег, шантажа, угрозы, убийства, в общем весь букет бандитов. Бывшие члены черных драконов подняли большие деньги, и после у Майки начались проблемы с головой. Секретный счет был раскрыт, и им собрались перекрыть денежный поток. Ну и правая рука это Кисаки. Однако Чифую не давал покоя Кисаки. Чифую убили из-за того, что на Кисаки начали охоту.
С Кадзуторой связался некий детектив, который хотел отомстить Кисаки за свою убитую сестру. И конечно же Такемичи понимает, что это был Наото. Оказывается, Кисаки отдал приказ убить Хинату, а убийцей Хины был Ацуши, и оба умерли в огне. Точно такая же была прошлая смерть Хины. Ее сбил Аккун, и машина подорвалась. Кисаки невозможно было обвинять, у него было алиби. Он был на собрании верхушек, где был также Такемичи. Но Чифу имел доказательства того, как Кисаки отдал приказ. И оставался всего один шаг, чтобы посадить Кисаки за решетку. Однако, почему-то Чифу таил это доказательство. На этом Кадзуторо останавливается и просит, чтобы Такемичи вышел из машины. Они останавливаются около переулка и видят там Наото. Но вдруг Наото арестовывает Такемичи, а Кадзуторо не знал, что его сейчас арестуют. Такемичи в недоумении следует за Наото в участок, сказав ему: «Досадно вышло, Такемичи», с равнодушным лицом. Мне тут показалось, что Наото тоже ударился головой, однако не все так просто. После прибытия в участок Наото показывает Такемичи видеозапись, в котором появляется Чифу и приветствует Такемичи. Он зовет Ацуши и общается с ним как гопники в России из 90-х. Если что, Ацуши – это Аккун. Данную видеозапись сделал Чифу, и Наото объясняет, что все слишком изменилось за одну секунду в мире Наото. Во-первых, Наото и Такемичи больше не виделись после средней школы, и что Такемичи никогда не работал в прокате DVD, а был всегда верхушкой свастонов. И 10 августа была убита Хина руками Ацуши. И после Наото связался с Чифу. Наото извиняется, что так поступил с Такемичи, ведь в его положении Наото мог только арестовать Такемичи. Такемичи продолжает смотреть видеозапись. В ней он видит, что он сам отдает приказ Ацуши убить кого-то, кого скажет Кисаки. Дальше идет следующая видеозапись со скрытой камеры, где Такемичи все ломает у себя в офисе, злясь на Кисаки, что он приказал убить Хину. То есть Такемичи не знал, что это будет Хината. Наото говорит, что это и есть доказательство вины Кисаки, а Чифу скрыл эти видео, чтобы прикрыть Такемичи. Такемичи от осознания того, что в этом мире он убил Хинату, впадает в отчаяние и не хочет больше продолжать, что все равно все умирают и Баджи уже не вернуть. Но Наото пытается переубедить его, и здесь он говорит самую важную информацию. Оказывается, ни Чифу, ни Кадзуторо, ни Баджи, ни Дракин не было еще в первом мире, когда Такемичи еще не совершал прыжок во времени. Я так понимаю, что их всех убил Кисаки, а старания Такемичи не пропадали зря. Они как-то выживали до этого момента, за исключением Баджи, конечно. И Наото просит, чтобы он изменил Тосву, спас ее и сплотил их всех. И со слезами просит его, чтобы Такемичи изменил этот ужасный мир. Ну что ж, на этом, друзья, все. Скоро будет продолжение. Я увидел, что есть спрос, и буду продолжать рассказывать вам эту историю. Не забывайте ставить лайки и пишите в комментах, что думаете по этому поводу. Подписывайтесь, и я не прощаюсь с вами. До скорой встречи.